первой половине 2010-х лицо Владимира Путина претерпевает очередную волну изменений. На этот раз в верхней трети. Если раньше на его лбу были заметны глубокие и частые горизонтальные морщины, особенно при поднятии бровей или сосредоточенном взгляде, то теперь они заметно меняют форму и вид. Лоб становится визуально плотным, чуть более выпуклым и одновременно напряженным. Кожа выглядит гладкой, но неестественно неподвижной. Подвижность бровей снижается, взгляд становится менее выразительным, застывшим. Это типичный результат ботулинотерапии, инъекций ботулотоксина типа А, более известного как ботокс. По сути, это очищенный нейротоксин, который временно блокирует синаптическую передачу между нервами и мышцами. Мимические мышцы перестают сокращаться, и кожа, лишенная подвижности, постепенно разглаживается. Это устраняет морщины, особенно в зонах активной мимики. Наиболее яркий эффект наблюдается в области лба и межбровья, там, где образуются горизонтальные и вертикальные морщины, отражающие эмоции – удивление, гнев, сомнение. Также почти разглаживаются мелкие веерообразные морщины в уголках глаз, возникающие при улыбке или смехе. До инъекции они были заметны у Путина в динамике, особенно вблизи, на архивных видео, как и у любого человека его возраста. После взгляд становится гладким, но фиксированным. Верхняя треть лица заметно меньше отражает эмоции. Процедура сама по себе быстрая. Ботулотоксин вводится тонкой иглой внутримышечно, без анестезии. Эффект развивается в течение нескольких дней и длится от 3 до 6 месяцев. Но при регулярном использовании, особенно в больших дозах, меняется не только кожа, но и сам характер мимики. Она становится сдержанной или вовсе исчезает. В случае с Путиным это особенно заметно в публичных проявлениях. Лоб все менее подвижен, брови не поднимаются, эмоции гаснут в зародыше. Но у ботокса есть и обратная сторона. Он может замораживать не только морщины, но и саму способность к эмоциональной экспрессии. Визуально это выражается в так называемом эффекте парализованной маски. Лицо сохраняет форму, но теряет выразительность. И здесь важно не только то, что сделано, но и зачем. В эстетической медицине ботулинотерапия считается особым способом профилактики старения. Но в случае политического лидера, особенно такого как Путин, это не просто борьба с возрастом. Это способ исключить спонтанность, заблокировать проявление эмоций. Власть не должна морщиться, вздрагивать, сомневаться. Ее лицо должно быть гладким, непроницаемым. И ботокс здесь становится незаменим. Ближе к концу 2010-х лицо Владимира Путина вновь заметно меняется. Если в начале 2000-х оно старело естественно, кожа постепенно теряла эластичность, мягкие ткани медленно сползали вниз, образуя носогубные складки, углубления под глазами и нечеткость нижней трети лица, то спустя 10 лет эти признаки практически исчезают. В средней зоне, то есть в области скул, щек и подглазничной области, появляется дополнительный объем. Скулы становятся выраженными, плотными, контур лица более собранным и подтянутым. Носогубные складки сглажены. Это явные признаки введения дермальных филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Дермальные филлеры – это инъекционные гели, которые вводятся под кожу для восполнения утраченного объема, сглаживания морщин и лифтинга тканей. Наиболее распространенный наполнитель – стабилизированная гиалуроновая кислота, биосовместимое вещество, которое притягивает влагу и создает эффект молодого лица. Процедура проводится амбулаторно с использованием иглы, с локальной анестезией или без нее. Результат моментальный. Лицо становится полнее, морщины исчезают, овал подтягивается. Но гиалуроновые филлеры не работают в одиночку. В нижней трети лица у Путина появляется четко оформленный контур, особенно в области нижней челюсти и подбородка. Это характерный эффект так называемого смаз-лифтинга. Но не хирургического, а аппаратного, с использованием ультразвука. Аппаратный смаз-лифтинг – это безоперационная подтяжка лица. Сфокусированный ультразвук проникает вглубь тканей на уровне мышечно-апоневротической системы и запускает в ней локальное нагревание. Волокна сокращаются, кожа подтягивается, а лицо визуально молодеет. В сочетании с филлерами это дает эффект
плотного скульптурного лица с подчеркнутыми скулами, четким углом нижней челюсти, вытянутым подбородком. Но вместе с этим исчезают естественные признаки возраста, а мимика становится менее живой, словно застывшей. В отличие от женщин, которые идут на пластические операции, чтобы сохранить красоту и замедлить возрастные изменения, мотивы мужчин идти на пластику не лежат на поверхности. Особенно у таких, как Владимир Путин. Авторитарный глава государства, мечтающий править вечно и с каждым годом все глубже погружающийся в созданный им самим вымышленный мир, где он нечто среднее между Мессией и Петром Первым, не может позволить себе стареть на глазах у нации. Показать свое настоящее лицо, свои морщины, свой реальный возраст для Путина означает проявить слабость. А этого он боится больше всего. Об истинных уязвимостях диктатора никто не должен знать. Он с детства привык скрывать свою подлинную идентичность и свое «я». А став президентом, это усугубилось до патологического состояния. Проявили слабость, а слабых бьют. Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять.